По правде говоря, я никогда не считала себя той женщиной, которая способна на такое. Если бы вы спросили меня год назад, я бы рассмеялась звонким, уверенным голосом и сказала, что мой брак крепок, может быть, немного потрепан временем, но построен на фундаменте, основанном на 15 годах совместной жизни. Дэвид был моим Дэвидом надежным, постоянным, хорошим человеком. Он был архитектором, создателем красивых, функциональных пространств, и он привнес этот тихий порядок в нашу жизнь. Он не забывал вывозить мусор каждый четверг. Он всегда заправлял мою машину, когда ездил на ней, и готовил отличную лазанью. Но где-то по пути функциональность затмила красоту. И тишина превратилась в тишину, которую я не знала, чем заполнить. Все началось с одиночества, которое ощущалось как физическая боль, как пустота прямо под ребрами. Мы с Дэвидом сидели за одним обеденным столом, говорили о наших днях, его проектах, моей работе в художественной галерее, школьной пьесе нашей дочери Хлои, но это было похоже на чтение по разным сценариям. Интимность, взгляды, которыми можно было поделиться, даже простое прикосновение к его руке, когда он передавал мне чашку кофе, все это превратилось в комфортную, но в то же время отчаянную рутину. А потом появился Марк. Однажды во вторник днем он зашел в галерею, весь в легких улыбках и сияющих глазах. Он был коллекционером, сказал он, недавно приехал в город, и его привлекала яркость местных художников. У него был особый взгляд, сосредоточенная, напряженная зоркость, которая заставляла меня чувствовать себя самым обворожительным человеком на свете. Он смотрел на меня именно так. Он спрашивал мое мнение не просто как менеджер галереи, а как женщина. Что я чувствовала, глядя на эту абстрактную работу? Какую музыку она мне напоминала? Это было опьяняюще. Роман не был решен. Это не был ни грязный мотель, ни безумные, виноватые связи. В моем представлении это был роман. Это были долгие обеды, растягивающиеся на часы, разговоры шепотом в тихих уголках кафе и восторг от нового сообщения, озаряющего мой телефон. С Марком я чувствовала себя увиденной. Я чувствовала себя интересной. Пустота внутри меня начала заполняться его вниманием, его смехом, его рассказами о путешествиях по миру. Я убеждала себя, что просто заполняю пустоту, что никому не причиняю вреда. Дэвид был так увлечен своей работой, что я убедила себя, что он даже не заметит. Я стала экспертом по обману. Я придумала поздние встречи в галерее, мастер-классы по выходным, новый книжный клуб. Дэвид просто кивал, глядя в свои чертежи или ноутбук, и говорил: «Здорово, дорогая. Развлекайся». Мне следовало догадаться. Мне следовало заметить признаки. Дэвид был архитектором. Весь его мир был построен на структуре, поддержке и умении замечать малейшие сба в работе, прежде чем они превратятся в катастрофический провал. Перемена во мне стала сейсмическим сдвигом в фундаменте его жизни. И он заметил это, просто промолчал. Первая трещина в моем идеальном тайном мире появилась в четверг. Я вернулась домой поздно, мои щеки раскраснелись от вина и волнения после вечера с Марком. В доме было тихо. Дэвид, как обычно, был в своем кабинете, но на кухонном столе рядом с вазой с фруктами стояла одинокая красная роза на длинном стебле. Мое сердце замерло. Это была не наша годовщина. Это был не мой день рождения. Неужели он узнал? Это был какой-то романтический, отчаянный жест, чтобы вернуть меня. Я подняла ее дрожащими пальцами. Записки не было. «Дэвид», позвала я неестественно высоким голосом. Он вышел из кабинета в очках для чтения, с карандашом за ухом. Он посмотрел на меня, затем на розу в моей руке. «А это», — сказал он ровным голосом. Клиент из проекта Хендерсона прислал в офис букет в знак благодарности. По одному букету для каждого руководителя группы. Я принес один вам. Он слегка пожал плечами и вернулся в кабинет. Облегчение было таким глубоким, что у меня закружилась голова. Конечно же, практичный подарок, остаток профессионального жеста. Это был мой Дэвид, но какая-то крошечная часть меня все еще мучилась вопросом, почему он принес домой только один. Почему не весь букет?
Неделю спустя мой телефон, тот самый, который я хранила для Марка, разрядился, пока мы обедали. Я забыла зарядное устройство, и меня охватила паника. Дэвид иногда проверял мой личный телефон, если не мог найти свой. Что, если он попытается мне позвонить? Что, если ему нужно будет что-то узнать о Хлое? Я помчалась домой, сочиняя историю о том, как мой основной телефон разрядился, а зарядное устройство осталось в галерее. Дэвид был в гостиной, собирая с Хлоей сложный конструктор Лего. «Без проблем», — спокойно сказал он, когда я объяснила свое взволнованное состояние. «Я думала, ты занята». Информацию о визите Хлои к стоматологу я узнала из календаря на холодильнике. Он улыбнулся мне обычной домашней улыбкой, но его взгляд замер на мгновение. Казалось, он анализировал меня, оценивая масштаб моей лжи. Затем начались письма не мне, а мне. Дэвид начал записывать меня на разные занятия. Уроки керамики по выходным, цикл лекций по искусству эпохи Возрождения, волонтерская программа в местной библиотеке. «Я думал, тебе понравится», — говорил он. «Ты всегда говоришь, что хочешь найти новое увлечение». Это было так на него не похоже. Дэвид, которого я знала, не планировал заранее моего личного обогащения. Он поддерживал мои начинания, но не был их инициатором. Однако у этих занятий было кое-что общее. Все они проходили в то время, когда я обычно видела Марка. Мне дважды приходилось отменять встречи с ним. Придумывал оправдания, связанные с семейными обязанностями. Меня сводило от вины и разочарования. Однако шедевром его хитрой кампании стал семейный проект. Внезапно Дэвид объявил, что строит домик на дереве для Хлои. Не просто домик на дереве, а миниатюрное, захватывающее дух архитектурное чудо с крыльцом по периметру, окнами со ставнями и небольшой медной жилкой наверху. Этот проект поглощал все его свободное время. И ему нужна была моя помощь. «Давай, Сара», — говорил он мягким, но твердым голосом. «Ты лучше меня разбираешься в цвете. Помоги мне выбрать морилку. Держи доску крепко». Хлоя была бы рада, если бы ее мама участвовала. Это было гениально. Правда. Он возвращал меня в ткань нашей семьи той единственной нитью, которую я не могла оборвать. Радость нашей дочери. Я обнаружила, что провожу свои украденные вечера не с Марком, а на нашем заднем дворе, руки в опилках. В воздухе витал запах свежеспиленной сосны. Я смотрела на Дэвида, сосредоточенно забивающего гвоздь на его нахмуренные брови, и меня пронзала острая и болезненная боль. Это было не просто чувство вины. Это было воспоминание о том, как много лет назад мы строили книжную полку. Для нашей первой совместной квартиры. Тогда мы были командой. Марк начал терять терпение. «Ты теперь вечно занята», — пожаловался он по телефону, его голос был напряженным. «Что-то не так. Это твой муж». Он узнал. «Нет». «Нет, конечно, нет», — прошептала я, прячась в прачечной. «Просто сейчас много дел, семейные дела». «Такое чувство, будто ты отдаляешься, Сара», — сказал он. И связь оборвалась. В этот момент пузырь начал лопаться. Фантазия, которой я жила, романтическое бегство, начало казаться хлипкой и ничтожной по сравнению с прочной, осязаемой реальностью домиком на дереве, вырисовывающимся на моем заднем дворе. С радостным лицом моей дочери, с тихим, настойчивым присутствием моего мужа. Дэвид не боролся со мной. Он не обвинял меня. Он восстанавливал. И делал это так, что я даже не замечала, что держу молоток. Месть началась, а я была слишком поглощена своей собственной драмой, чтобы даже заметить ее. Он не пытался меня поймать. Он заставлял меня спохватиться. Домик на дереве был почти достроен, очаровательный маленький замок, приютившийся на старом дубе, и он казался памятником всему, что я предала. Каждая прибитая нами доска, каждый слой морилки, который мы наносили кистью, все это было новым слоем стыда, нанесенным прямо на мое сердце. Дэвид в эти часы был другим. Он больше не был тем тихим, рассеянным мужем. Я уже привыкла.
Он присутствовал, обсуждал свои дизайнерские решения, спрашивал моего мнения о том, как разместить цветочный ящик. Его рука время от времени касалась моей, когда мы передавали друг другу инструменты. Это была рассчитанная ностальгия, и она работала. Напряжение с Марком стало постоянным гудящим проводом в глубине моего сознания. Наши разговоры становились короче, натянутее. Он чувствовал мою дистанцию, и его очаровательное терпение таяло, обнажая капризность, которой я раньше не замечала. «Я не понимаю, Сара», — говорил он резким голосом. «Ты говоришь, что несчастна. Но ты вечно играешь в счастливой семье у себя во дворе. Сделать выбор. Выбор. Это слово ужаснуло меня. Оно означало разрушить мою жизнь, причинить боль Хлое, столкнуться с тихим, опустошительным разочарованием Дэвида. Мечта о Марке была безопасна именно потому, что была тайной. Вынесение ее на свет делало ее слишком скучной и ничтожной. Был пятничный вечер, когда Дэвид представил следующий этап своей молчаливой кампании. Мы убирались после ужина, между нами повисло уютное молчание, которое теперь казалось наполненным всем недосказанным. Я подумала, он начал методично протирать тарелку. Нам стоит отправиться в путешествие. Только мы вдвоем. Хлоя может остаться у моей мамы. Я чуть не выронила стакан, который держала в руке. Путешествие. Мы не путешествовали только вдвоем уже много лет. Путешествие. Куда? Когда? На следующих выходных. Я уже забронировал, сказал он небрежным тоном, словно только что заказал пиццу. Это сюрприз. Немного высоко в горах. Я подумала, что нам не помешает немного времени, чтобы восстановить отношения. Мысли лихорадочно забегали. На следующих выходных. Я должна была встретиться с Марком. Он забронировал номер в бутик-отеле в городе. Настоящее свидание, как он это назвал. Шанс побыть настоящей парой на всю ночь. Я уже придумала историю о том, как мероприятие в галерее затягивается. Может, даже останемся на ночь, если вино будет достаточно рекой. Дэвид, у меня, возможно, на выходных будет деловая встреча, пробормотала я, ложь отдавала пеплом во рту. Он перестал вытирать тарелку и посмотрел на меня. По-настоящему посмотрел. Его взгляд был спокойным, но в нем была глубина. Невозмутимое спокойствие. «Отмени», — сказал он. И это было не предложение. Это был самый твердый, самый прямой приказ, который он мне дал за последние 10 лет. Это важнее. Последующие дни были мучением. Мне пришлось позвонить Марку и сказать ему. Его реакция оказалась хуже, чем я опасалась. «Ты отменяешь поездку ради семьи». Он усмехнулся. «Понятно. Значит, вот как. Когда дело доходит до дела, ты всегда выбираешь безопасный, скучный вариант. Ты не та храбрая женщина, какой я тебя считала, Сара. Ты просто удобная». Его слова попали в цель с жестокой точностью. Он был прав. Я была трусихой. Я пыталась получить и то, и другое. И тем самым доказала, что недостойна ни того, ни другого. Блестящая, захватывающая жизнь с Марком оказалась миражом. И теперь его истинное лицо показывало, что он хотел любовницу, а не партнера с багажом. И семью. Поездка началась. Дэвид вел машину, и тишина в машине была тяжела от моего чувства вины. Я все ждала, что он что-нибудь скажет, обвинит меня, закричит, заплачет, но он просто вел, держа одну руку на руле, другую на колене, совершенно невозмутимый. По радио он играл легкий джаз, ту самую музыку, которую мы слушали, когда только начинали встречаться. Гостиница была прекрасной, деревенский, шикарный домик с видом на безмятежное, зеркально-гладкое озеро. Это было такое место, которое мы бы полюбили много лет назад. В нашей комнате был каменный камин и большой балкон. Это было невероятно романтично. «Я принесу сумки», — сказал Дэвид мягким голосом. «Почему бы тебе не отдохнуть на балконе? Вид должен быть потрясающим». Я вышла на улицу. Свежий горный воздух не рассеивал туман моей тревоги.
Я чувствовала себя так, будто ждала, когда опустится топор палача. Когда Дэвид присоединился ко мне, он не принес сумки. Он держал 2 бокала вина и протянул один мне. «За нас», — сказал он, чокнувшись своим бокалом с моим. Его взгляд не отрывался от моих глаз, и я не видела в них ни гнева, ни боли. Я видела нечто гораздо более ужасающее, полное и абсолютное знание. Дэвид, начало я признание бурлило, отчаянно желая освободиться. Он поднял руку. «Не надо, Сара. Пока нет». Он медленно отпил вина. «Я хочу, чтобы ты сначала выслушала. Я хочу, чтобы ты поняла». Он прислонился к перилам балкона, глядя на озеро, такой спокойный и неподвижный. «Около 3 месяцев назад я заметил в тебе перемену. В твоих глазах появился новый свет, новая энергия, но это было не для меня. Это было для кого-то другого». Он сказал это так буднично, словно ты описывал трещину в фундаменте. «Сначала я был зол, опустошен. Я думал о том, чтобы поговорить с тобой, кричать, швырять вещи, но к чему бы это привело? Это дало бы тебе повод уйти. Это сделало бы меня злодеем, злым, неразумным мужем». Он повернулся ко мне, и легкая грустная улыбка коснулась его губ. «Я архитектор, Сара. Я не сношу ничего в ярости. Я оцениваю ущерб. Я укрепляю опоры и восстанавливаю. Поэтому я так и решил. Я решил восстановить нас. И для этого мне нужно было заставить тебя увидеть ценность того, что ты так беззаботно готова была выбросить». Мои ноги подкосились. Я опустился на стул, бокал с вином дрожал в моей руке. «Роза», — прошептал я, — «тест, чтобы проверить, чувствуешь ли ты себя виноватой». Чувствовала. Твоей реакцией была чистая паника. Электронные письма, уроки гончарного дела, домик на дереве, подкрепление, которое тянуло тебя обратно в твою жизнь, в нашу жизнь. Напоминало тебе о твоих обязанностях и, что еще важнее, о твоих радостях, мешало тебе видеть его, заставляло снова и снова выбирать между фантазией и реальностью. Слезы текли по моему лицу, горячие и стыдные. Он знал. Он все знал. И он не был пассивным. Он боролся за меня, используя тихую, гениальную стратегию, которую я была слишком слепа, чтобы увидеть. «А эта поездка?» — спросила я прерывистым шепотом. «Эта поездка», — сказал он, понизив голос и став холоднее, — «это финальная стадия. И здесь ты понимаешь всю глубину моей мести». Он полез в карман и вытащил телефон. Несколько раз постучал по экрану и протянул его мне. На экране было письмо, отправленное на рабочий адрес Марка. Тема письма гласила «Ваш профессиональный запрос». «Прочитай», — сказал Дэвид ровным голосом. Дрожащими пальцами я взял телефон. Письмо было от Дэвида. «Дорогой, Марк, благодарим вас за интерес к должности старшего куратора в Институте современного искусства в Сингапуре. Мы были очень впечатлены вашими данными и ведением ситуации. Однако после тщательного рассмотрения мы решили отозвать наше предложение о работе. В ходе нашей последней проверки биографических данных мы получили некоторую тревожную информацию относительно вашей профессиональной этики и личной честности. Совет директоров считает, что эти вопросы не соответствуют ценностям нашего учреждения. Мы желаем вам всего наилучшего в ваших будущих начинаниях. С уважением, Дэвид Харрингтон, председатель Совета директоров Института современного искусства». Я смотрел на экран, слова расплывались. Сингапур, предложение о работе отозвано. Я посмотрел на Дэвида в полном недоумении. «Я не понимаю. Что это? Тебя нет. Тебя нет ни на одной доске». Медленная, холодная улыбка расплылась по лицу Дэвида. Улыбка, которую я никогда раньше не видел. Это была улыбка человека, который поставил мат своему противнику, даже не поняв, что он участвует в игре. «Нет», — спокойно сказал он. «Но Марк этого не знает. Институт современного искусства в Сингапуре существует. Вакансия действительно существовала. Он подал заявку несколько месяцев назад, был в восторге от собеседования и был еще больше взволнован, когда получил предварительное предложение.
Весь процесс найма последние 8 недель проводил я. Мир перевернулся. Что? Я создал почтовый домен, почти идеальную копию институтов. У меня был друг, актера озвучивания, который играл роль рекрутера по телефону. Я сам провел финальное собеседование, используя голосовой модулятор. Я предложил ему работу его мечты, Сару. Роль, определяющую его карьеру, на другом конце света. Он забрал свой телефон, не отрывая от меня глаз. Он собирался его принять. Он собирался уехать через месяц. Он, вероятно, собирался попросить тебя пойти с ним. И тебе пришлось бы выбирать. Но теперь, сказал Дэвид, его голос упал до убийственного шепота. Теперь у него ничего нет, нет работы, нет будущего в этой карьере, потому что я позабочусь о том, чтобы очень подробное и очень деликатное письмо о его неэтичном поведении попало во все крупные галереи и институты страны. И самое главное, у него нет тебя. Я онемела. Размах, терпение, блеск его мести поражали. Он не тронул ни меня, ни Марка. Он не кричал и не умолял. Он методично разрушил все изнутри. Он разоблачил непостоянство Марка. Он напомнил мне о моей семье. И он полностью разрушил будущее Марка. И все это, ни разу не повысив голоса. «Он назвал тебя комфортной и безопасной», — сказал Дэвид. В его голосе теперь звучала сталь, о существовании которой я и не подозревала. Но именно он гнался за безопасностью, за престижным титулом, за солидной зарплатой. Он использовал тебя, Сара, как отвлекающий маневр, как способ утолить свое самолюбие. И теперь у него ничего нет. Вот моя месть ему. Он подошел ближе, нависая надо мной, где я сидела, разбитая. «И моя месть тебе», — сказал он, снова мягким, но не менее ужасным голосом. «В том, что тебе придется жить с тем, что ты сделала. Тебе придется жить с осознанием того, что я видела каждую ложь, каждый тайный звонок, каждый миг, который ты украла у нашей семьи. Тебе придется смотреть на меня каждый день и видеть мужчину, которого ты предала, мужчину, который был достаточно умен и заботлив, чтобы бороться за тебя так, как ты никогда не ожидала. Тебе не достается драматического ухода. Тебе не достается быть трагической героиней романа. Тебе достается остаться. Тебе достается жить жизнью, которую ты почти разрушила, и ты можешь помочь мне ее восстановить. Это твое и мое наказание». Он повернулся и ушел обратно в комнату, оставив меня одну на балконе с руинами моей интрижки, сокрушительным бременем вины и ужасающим, вселяющим благоговение осознанием того, за кого я вышла замуж. Месть была свершившейся. Она была чище, холоднее и абсолютнее любого преступления, совершенного в порыве страсти. Он не просто вернул меня. Он поднял зеркало и заставил меня наблюдать, как женщина, которой я себя считала, женщина, которой я стала, разлетается на миллион осколков. Мы вернулись с гор, и тишина в нашем доме больше не была пустой. Она была наполнена всем тем, что теперь стояло между нами. Дэвид не злорадствовал. Он не наказывал меня словами. Его месть была в его тихой компетентности, в том, как он продолжал строить жизнь, которую я теперь просто занимала, гостья в собственном доме. Я сказала Марку, что все кончено, в коротком телефонном разговоре без слез. Его яростный, бессвязный ответ лишь подтвердил все, что сказал Дэвид. Он был пустым человеком, а я наполнила его своими глупыми мечтами. Теперь мы существуем. Мы родители Хлои. Мы партнеры в домашних делах. Домик на дереве стоит на заднем дворе, прекрасный памятник, полный призраков. Я смотрю на Дэвида и вижу архитектора, который не снес, а построил заново на потрескавшемся фундаменте моего предательства. Любовь не ушла, но теперь она другая. Закаленной правдой. Его месть заключалась не в том, чтобы заставить меня уйти, а в том, чтобы остаться и навсегда запомнить цену нарушенного мной молчания. Я живу со своим наказанием, глубоким ежедневным осознанием доброго человека, которого я недооценил, и ужасной ценой того, что меня действительно полностью познали.